На УАЗе начали собирать русский Прадо. Рамник с дизелем и автоматом уже в продаже. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Представьте себе такую картину. Вы, советский человек, с горящими глазами рассказываете другу о будущем отечественного автопрома. Знаешь, говорите вы, вот пройдет время и на Ульяновском автозаводе, где делают наши легендарные буханки и патриоты, начнут собирать автомобили китайские. Да не простые, а внедорожники с автоматом, мощные, с турбинами. Друг, скорее всего, покрутит пальцем у виска и посоветует вам меньше читать фантастических романов. И ведь его можно понять. В сознании многих СССР ассоциировался с надежностью, собственной инженерной мыслью, а китайский автопром с чем-то кустарным, ненадежным и вообще скорее игрушечным. Но время не стоит на месте, и реальность порой оказывается куда удивительнее самых смелых фантазий. Сегодня мы живем в эпоху, когда УАЗ под крылом компании Solers действительно начал сборку, да, именно так, китайских автомобилей. И это не просто модели, а полноценные современные внедорожники, оснащенные всем тем, о чем советский автолюбитель мог только мечтать. Нельзя отрицать, что завод УАЗ, как и многие другие предприятия, столкнулся с серьезными вызовами. Продажи падают, а главное, качество продукции, увы, не становится лучше. В то время как компания Solers, владеющая мощностями УАЗ, активно развивает партнерство с китайскими автопроизводителями. Они привозят технологии, адаптируют модели, и надо признать, эти новые автомобили зачастую гораздо интереснее и современнее того, что мы привыкли видеть под родным брендом УАЗ. И вот одним из самых ярких примеров этого нового направления стала сборка Solers ST9. Это уже не просто игрушка, а настоящий внедорожник, который теперь можно купить. И если бы мы рассказывали об этом в СССР, нас бы точно не поняли. Представить, что на заводе, выпускающем машины, ставшие символом покорения просторов, будет собираться автомобиль родом из Поднебесной, было бы чем-то из области фантастики. Но давайте оставим ностальгию и взглянем на сам автомобиль. Solers ST9 это не просто китаец, это довольно неплохой продукт в сравнении с тем, что делает УАЗ. Двухлитровый бензиновый турбомотор, 224 лошадиные силы и внушительный крутящий момент в 390 ньютон-метров. Это уже не те скромные моторы, которые мы привыкли видеть на УАЗиках. В паре идет классическая 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Наконец-то! Автомат на заводе УАЗ, жаль пока не на самих уазовских моделях, да еще и такой, это настоящее событие. Есть понижающая передача, блокировка заднего дифференциала, дорожный просвет 210 мм. Все это говорит о том, что ST9 не паркетник, а полноценный внедорожник. Сзади рессоры, что традиционно для пикапов и грузовиков. А вот спереди пружинная двухрычажная подвеска. Она обеспечивает более комфортное поведение на дороге, чем рессорная схема. По рулежке вместо привычного гидроусилителя электроусилитель руля. Ну и вишенка на торте, грузоподъемностью в 980 кг с возможностью выезжать в центр мегаполиса, куда зачастую запрещен въезд тяжелым грузовикам. Пикап сертифицирован для установки тягово-сцепного устройства, что делает его еще более универсальным. Solers ST9 предлагается в двух вариантах комплектации: премиум 3 350 000 рублей и Ultimate 3 600 000 рублей. Конечно, может возникнуть вопрос о цене. В Китае, где эта модель известна как JAC T9, она стоит дешевле, примерно как наши УАЗы. Однако, если сравнивать с ценами на пикапы мировых брендов, то стоимость ST9 выглядит вполне конкурентоспособной. И здесь кроется главная интрига. Кто-то, возможно, купит ST9 для перевозки дров и навоза, но для России этот автомобиль нечто большее. Это многофункциональный транспорт.
транспорт. Он подходит не только для работы, но и для семейных поездок. Представьте, внедорожник с рамой, полным приводом, автоматом. И все это по цене, которая по сути не имеет аналогов на рынке. За эти деньги вы не найдете ничего подобного от известных мировых брендов. А теперь давайте вернемся к тому, что было сказано в начале. В СССР советское означало знак качества, а китайское наоборот. Но время расставило все по своим местам. Китайская автомобильная промышленность пережила настоящий бум. Они не просто копируют, они учатся, развиваются, внедряют новейшие технологии. Вспомните, как когда-то относились к корейским автомобилям. Их тоже поливали грязью, считали ненадежными. А сейчас корейцы, которые хоть и ушли с рынка, пользуются заслуженной популярностью. То же самое, скорее всего, произойдет и с китайскими автомобилями. Им нужно время, чтобы доказать свою состоятельность. Ну а внедорожники у нас всегда любили. Я не берусь гадать, что это будет каким-то популярным бестселлером на рынке. Все-таки пикапы штука для нашего рынка непонятная. Я и сам не фанат такой техники. Однако в последние годы интерес к ним заметно вырос. Ну а для тех, кто пикапы совсем не любит, Solers пообещали выкатить полноценный внедорожник на такой же платформе. И тут, если реально задуматься, получаешь полноценный внедорожник с огромным кузовом. Надеюсь, Solers еще и Кунги будет делать на эти модели по цене кроссовера. Да, дороже, чем у вас, но и в разы лучше. Не подумайте, я не пытаюсь принизить заслуги отечественного предприятия, но по-моему, его продукция давно изжила свое. Вряд ли, конечно, Solers сможет вывести автопром на новый уровень. За долгие годы существования на нашем рынке им это едва ли удалось. Но вот заполнить пустующую нишу — это да, тут согласен. А что вы думаете на этот счет? Делитесь своими соображениями, нужны ли нам вообще пикапы и стоит ли вкладываться Solers в УАЗ. В Волгограде Центральный районный суд удовлетворил иск автовладельца к официальному дилеру, продавшему ему автомобиль с дефектами. Волгоградец купил машину китайского производства за 2 650 000 рублей, а через неделю обнаружил горящий без причины индикатор ЧЕК, следы коррозии на кузове и постоянное запотевание фар. Потребитель решил вернуть автомобиль дилеру и забрать деньги. Дилер признал наличие дефектов, но возвращать деньги не согласился. Волгоградец пошел в суд. В результате разбирательства с компанией взыскали не только полную стоимость автомобиля, но и компенсацию морального вреда, неустойку, а также штраф за неисполнение требований потребителя в досудебном порядке. Общая сумма выплат 8 миллионов рублей. АвтоВАЗ выступил против идеи отсрочить закон о локализации такси для самозанятых. На предприятии уверены, что действующая версия закона уже сбалансирована, а любые послабления создадут лазейки для обхода правил. Ранее Минтранс допустил, что требования к локализации для самозанятых и ИП могут временно отложить, чтобы дать им больше времени адаптироваться. Напишите в комментариях, сколько лет вашему автомобилю. Ну и обещанная мною шутка. Слыхал, в Австралии одобрили реку с крокодилами для проведения олимпийских соревнований по плаванию. Рекорды будут точно. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.